Главная цель социальных коммуникаций – это определить свое место в иерархии, а затем оборонять его ото всех, кто стоит ниже. Ну и, конечно же, мы не оставляем попыток подняться хотя бы чуточку выше, потеснив тем самым местных завсегдатаев. Стремление быть первым и правым в человеке неистребимо. В спорте, в бизнесе, в масс-медиа, в политике. И только оно приносит человеку мгновение особого торжествующего счастья. Впрочем, на Олимпе количество мест ограничено, поэтому многие из нас используют суррогатные и весьма затейливые способы, чтобы самоутверждаться. Типичный пример – спортивные болельщики. Впрочем, чем они отличаются от граждан, которые радуются победе своего кандидата на выборах? Или тех, кто рад испугу вероятного противника? «Мы победили!» – ключевая фраза, которая тешит иерархический инстинкт всякого, кто взялся играть в одну из таких суррогатных игр. В творчестве дела обстоят аналогичным образом. Кинорежиссеры, например, соревнуются между собой кассовыми сборами и количеством железок. Впрочем, это касается абсолютно всех культурных сфер. Художники и дизайнеры соревнуются ценами на свои работы, а также тем, кто в каком музее выставлен. Писатели – тиражами книг, литературными премиями, положительными рецензиями критиков. Актеры, певцы и модели – рейтингами, собранными стадионами, проданными дисками и гонорарами. Конкурируют между собой творческие болельщики. Они это делают, как правило, с большей деликатностью, нежели спортивные или политические. Но по существу все то же самое. Мой кумир преуспел. Я же говорил, выкусите-ка. Мы лучше всех. Именно поэтому так живучи абсурдные верования, создающие основу каждой конкретной субкультуры, а принадлежность к определенной субкультуре, в свою очередь, позволяет нам чувствовать себя состоявшимися, определять себя с чем-то правым, с истиной, красотой, нравственностью, силой духа и плоти, самой властью, наконец. В эти игры наш мозг играет как завороженный. Эволюция наускивала его на эту бесконечную и беспощадную борьбу. Миллионами лет естественного отбора, всеми силами межвидовой и внутривидовой конкуренции. Так что конкретный повод, ради чего, собственно, теперь не так важен. Важен просто век. Какой подвернется, на такое полезем. Если же смотреть на это дело здраво, то мы имеем лишь набор дурацких игр с нулевой суммой. Только вот реальных, по-настоящему человеческих отношений в этой требухе, как правило, нет. Где-то в глубине души мы понимаем, что вся эта конкуренция за право считаться лучшим. Лишь игра, ничем в сущности не отличающаяся от хорошо известного нам соревнования, кто быстрее залезет под одеяло. Ведь если мы все-таки задумаемся, если осознаем, чего на самом деле стоят все эти наигранные и вымученные победы, нам станет не по себе. Что они на самом деле нам дали? Чем они сделали нас лучше? Да, если мы дадим себе труд пораскинуть мозгами, то окажется, что король-то голый, а все эти свои победы мы просто-напросто придумали, высосали из своего собственного пальца. Признавать это больно и горько. В этих бессмысленных схватках за виртуальный верх нами было наломано немало дров. Мы заплатили за него дружескими, просто человеческими отношениями с другими людьми, потеряли реальные отношения, а забрали всего лишь на умозрительный верх. Оправдана ли такая цена? Да, об этом, как говорят в таких случаях, лучше не думать. И снова, как вы можете заметить, огромное богатство выбора. Аж глаза разбегаются. Какую бы пирамиду поштурмовать? Как умудриться всех переспорить во всех комментах? Куда бы прислониться, чтобы ощутить на себе ореол героя-победителя?